Какими могут быть основные неисправности рулевого управления? Эти и многие другие вопросы я постараюсь разобрать сегодня. И как всегда, всем привет! Основными признаками неисправности являются увеличенный свободный ход рулевого колеса, тугое вращение и осевой люфт рулевого вала, шумы и стуки в рулевом управлении и подтекание масла из рулевого механизма. Согласно правилам ПТД, автотранспортное средство допускается к эксплуатации при свободном ходе рулевого колеса не более 10, 20, 25, соответственно для легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей. Свободный ход руля увеличивается из-за следующих причин: увеличенный износ шаровых шарниров, рулевых тяг, ослабевание крепления рулевого вала, увеличенный зазор в зацеплении, шестерня рейка или червяк-ролик. Повышенные шумы и стуки являются причинами ослабевания редуктора, увеличения зазора в шаровых соединениях и нарушения зазора в рабочей паре. Такое вращение рулевого вала может являться следствием регулировки зазора рабочей пары, перетяжка подшипников вала, шестерня или червяка из-за деформации деталей рулевого привода, повреждение шарниров рулевых тяг рулевого привода, нарушение углов установки колес и уменьшение давления в шинах. Также подтекание масла устраняется подтягиванием соединений или заменой уплотнительных элементов. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме. И не только по конкретной теме, там техническое обслуживание. Может, у вас еще какие-то интересные есть вопросы. Давайте разберем. Я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему. Если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все. Всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи! Так как плейлист техническое обслуживание завершается, хочу сообщить то, что в конце этого плейлиста, где-то в первых числах мая, будет сделана прямая трансляция. Поэтому, если кто хочет, приходите. Тема свободная. Будем как именно знакомиться, стараться и тому подобное. Если есть у кого-то какие-то вопросы, темы, давайте разберем. Также хочу напомнить то, что я все остаюсь тем же студентом, который все учится самоучкой.